Всем доброй ночи. Вы знаете, друзья мои, я думаю, что мы давно не совершали поклонение Фортуне, хотя у нас с вами очень много ритуалов, посвященных Фортуне. Но в любом случае на нашем канале много новых людей. Я хочу им немного рассказать, напомнить, освежить знания о Фортуне. Заодно и рекомендовать им на других моих каналах, например, «Ритуалы для всех» от Инги Хусроевой, да, есть. Другие мои каналы, «Дары» от Инги Хусроевой, есть очень много ритуалов Фортуны. Вообще можете ритуалы Фортуны, «Ведьмина изба» набрать, и вам выйдут очень много таких работ. Потому что часто меня спрашивают, а где посмотреть, а какие работы, а что нам можно сделать. Люди, которые еще не знакомы с моим каналом. Я сегодня показываю еще один ритуал Фортуны, который называется «Золотая река Фортуны». И заодно хочу немного освежить в памяти. Дело в том, что Фортуна почему-то рассматривается всегда как легкомысленная богиня, которая сегодня такая, завтра другая, которая изменчива. На самом деле, да, она изменчива, но она далеко не легкомысленна, потому что Фортуна или Фортуната означает судьба, богиня судьбы. А судьба может быть капризной, судьба может быть и такой, и сякой. Но поскольку Фортуна женщина, издревле говорили, что Фортуна любит смелых, рисковых людей, людей храбрых, людей, которые готовы идти за своей мечтой, которые не трусливы, которые не сдаются при первых же трудностях. Ритуалы, которые были подарены за эти годы, да, Фортуны, подарены были людям, эти ритуалы очень многое поменяли в жизни людей. Очень много было нового, очень много было помощи. Фортуна – это та самая богиня, чей культ я возрождаю и возродила. Именно Фортуна вытащила многих из денежной ямы. Именно обращение к ней помогло многим пойти вперед в своей жизни, создать карьеру, выйти из нищеты. И поэтому многие люди, которые пользуются давно моими ритуалами, они уже знают эти рассказы, но новичкам я все-таки расскажу и освежу память. Фортуна, которая еще называлась Юнона, Юнона монета, счастливая судьба. Потом Юнона и Фортуна были объявлены отдельными культами, но было время, когда Фортуна и была Фортуна Юнона монета. Если помните, в истории был такой момент, когда гуси спасли Рим. Гуси, священные птицы в храме Фортуны, подняли ужасающий крик посреди ночи. И когда жители Рима проснулись, увидели, что Ганнибал ночью окружил Рим. Если бы они немножко замешкались, он бы вошел в город. И вот очень быстро была организована оборона, и Рим сумел выстоять. Благодарность за это, за то, что священные птицы, Фортуны, Юноны, монеты разбудили жителей, а значит спасли Рим, было начеканены круглые деньги. Первый раз. До этого деньги мерились особой мерой, называли их таланты. Там по-разному, разного типа деньги были в обиходе, но в основном это были серебряные такие куски серебра или золота. Начеканили круглую монету с изображением Фортуны. И назвали вот этот круг денежный монета, счастливая. Так вот, в честь Фортуны первый раз были начеканены деньги, поэтому у нее на статуе, да, из рога изобилия высыпаются деньги. Поверьте мне, что это та богиня, которая из ниоткуда
вообще из ниоткуда, с нуля, с какого-то пустого пространства может дать вам деньги, может вам помочь. Были очень много случаев, когда человек, которому было нечего есть и нечем кормить детей, после этих ритуалов через несколько дней получал хорошее предложение работы, руководящую должность. Были случаи, когда люди выигрывали путевку, улетали в другую страну отдыхать. Были случаи, когда люди попадали на распродажу. Кстати, с распродажами и прочим, мне очень много таких ритуалов. Просто у меня канал сливают, и приходится создавать каналы, как бы дочерние каналы, в которых это все есть. Я говорила, что лучше держать, разменять деньги мелкие, вот, то есть купюры, и с ними делать ритуал, потому что когда купюра маленькая, она идет в рост, вверх. Большими купюрами не особо рекомендуется, потому что у них очень тяжелая энергетика, и они уже, куда уж дальше расти, 5000-е, скажите. Ну, до 10 тысяч, ладно. И все. А когда у вас мелкая купюра, я, например, работаю с долларами, мне энергия долларов подходит больше. Хотя, делая ритуал с долларами, мне приходит рублями. Но в любом случае доллары, вот они мне подходят, я ими работаю. Для того, чтобы обращаться к фортуне, лучше взять ее статую. Есть различные сайты. Ну, например, вот основной сайт, из которого, да, все покупали в основном, это Дом подарков Москва. Или статуи Москва есть еще с доставкой. Или, может, другие есть в других странах, не знаю. Или просто купить статую фортуны, там, вам выйдет это. Лучше иметь дома фортуну. Это моя первая фортуна. Это самая любимая моя статуя. У меня, когда эта статуя была, у меня ничего больше, кроме этой статуи, не было. Она перетянула в мой дом все, что вы видите. Хочу вам сказать, что похожее тянет похожее. Если вы смогли добиться того, чтобы купить дом, через некоторое время вы купите второй дом, либо дачу. Купили машину одну, через некоторое время купите вторую. И так далее. Похожее тянет похожее. Самое главное достичь определенной цели. Потом эта цель приумножится сама. У меня есть очень много роликов, посвященных закону денег. Вот закон денег, ведьмина изба. Наберите, посмотрите. Я там объясняю, как это сделать. Там очень доступно, без лишней муры, без лишней воды. Как сделать так, чтобы деньги тебя полюбили и действительно приходили? Если ты будешь следовать этим элементарным, нетрудным законам, со временем денежная сила к тебе прилипнет. Еще раз вам говорю, что это та богиня, которая отвечает за судьбу человека. Судьба может одарить человека чем угодно, хоть из ниоткуда. Это просто чудотворная богиня. Если бы вы с ней будете работать правильно, то она станет вашим покровителем. А у кого покровитель фортуна, у того человека никаких проблем не будет в жизни. Особенно с деньгами. Для работы с фортуной зеленые свечи, красные свечи. Красный алтарь, черный алтарь, зеленый может подойти. Нужно, работая с ней, положить на алтарь, скажем, украшения драгоценные, деньги, свечи, благовония можно. Здесь в данный момент я пока не ставлю, но это по желанию, можете ставить. Это те ритуалы, в которых вы можете дать волю своей фантазии. То есть здесь нету строгих начерченных правил, потому что она любит, когда у нее сундучок с украшениями, когда у нее стоит там горшочек с деньгами. Нужно положить купюру под ее статую. Есть ритуалы, когда ты просишь определенную сумму, пишешь и ложишь под статую. И такой ритуал есть. Я хочу вам сказать, что очень быстро они работают. Очень. Даже у тех людей, у которых миллион проблем и трудностей, и бедствий, и закрытые дороги денежные, даже у них это работает. Просто нужно не лениться и делать. В данный момент я хочу подарить вам ритуал «Золотая река фортуны». Я уже объясняла, что вообще магия создает определенную, скажем так, реальность. Реальность в голове, в мыслях, фантазиях, да, в потусторонних сферах, в ментальной сфере. А потом эта реальность переносится в нашу жизнь.
Почему есть ритуалы для всех и не для всех, для практиков, я уже объясняла. Потому что в древние времена люди обращались к богам и получали то, что просили, обещанные. Были боги торговли, были боги денег, были боги здоровья. К ним можно было обращаться лично. Но были боги темной сферы, которые отличались более таким крутым нравом. Они в основном все покровительствовали магии. И для обращения к ним нужно было посредничество жреца. Нельзя было каждому человеку заходить, скажем, святая святых к алтарю этих богов. Даже Геката, да. Кто еще у нас из темных божеств? Скандинавские боги, например. Тот же Локи, тот же Один и так далее. То есть это Фрейя, это все были темные боги. Мориган. Это боги, которые... Каждый из этих божеств, Бригитта та же самая, каждый из этих божеств, в принципе, относился к темной сфере, и поэтому обращение к ней, к ним, то есть, должно было совершаться через жрецов. Нельзя было самим лично идти, за это можно было быть наказанным, потому что каждый из них покровительствовал в той или иной степени магии. Здесь сама судьба. К ней можно было обратиться. Она находилась между темным и светлым. Она и туда, и сюда. Она может и карать, она может и миловать. Нужно было ее как бы задобрить. Ее культ был очень известен, культ Фортуны. Очень. К ней обращались. Она когда-то покровительствовала и скотоводам, и земледельцам. Она давала богатый урожай. К ней обращались за помощью, чтобы скот, значит, увеличивался, да, умножался, чтобы был урожай, чтобы выгодно продать. К ней обращались купцы, к ней обращались торговцы, к ней обращались князья, к ней обращались военачальники для того, чтобы иметь победу в ратном бою, потому что она сама судьба, которая может дать удачу. Поэтому это не легкомысленное божество, как представляют, да, это не какое-то такое поверхностное божество. Это очень сильное божество, которое занимало, то есть, верховодящую должность, если уж так грубо говорить. Она была одна из самых среди великих богинь. То есть она занимала место среди верховных божеств. Поэтому, если вы хотите, чтобы она стала вашим покровителем, относитесь к ней с уважением и часто к ней обращайтесь, потому что денежная энергия, она капризная. Ее нужно все время обновлять. Получили деньги, поблагодарили, купили ей что-нибудь красивое, цепочку купили, или благовоние принесли, или свечи золотистые, или зеленые, красные поставили, зажгли, поблагодарили. Снова есть ритуалы, в которых мы подносим ей кофе. Кофе есть у нее на алтаре, просто я сюда не ставлю. То есть я достаточно объяснила, а те, которые давно, они и так знают без меня. То есть без этого объяснения, извиняюсь. Итак, испокон веков известно, что вода обладает памятью, вода обладает силой, вода обладает разумом. То, что ты скажешь воде, она это запомнит и тебе вернет. Поэтому шептуни часто лечили водой, нашептывали на воду, давали пить. Было понятие мертвая вода, вода с кладбища, которую заговаривали, наливали, скажем, врагам возле порога, да, и эта вода, имея память мертвую уже, могла портить их дела. Был такой ритуал, и есть такой ритуал, когда обмывали покойных, сейчас это делают в морге, обмывали покойных, эту воду могли вылить, скажем, за порог врагов. И с этих дверей выносили все время гробы. То есть вода может быть заряжена как для доброго дела, так и для очень злого дела. В данный момент мы воду заряжаем для богатства. Если ты даешь установку в воде для богатства, ты как вселяешь в эту воду некую силу, дух богатства. И ты эту воду выпиваешь, этот дух богатства входит в тебя. Оно уже в тебе. Ты себя осеняешь, ты себя благословляешь на это богатство. Извиняюсь, там телефон забыла на кухне оставить. Вот звенит. Итак, вам будет нужно, если есть статуя Фортуны, если нет,
просто бокал воды. Положите на стол украшения, положите на стол купюры, красную, зеленую свечу. Алтарь может быть зеленого, красного, черного цвета. Я с черным цветом работаю, поэтому я часто черную, употребляю черный цвет. Использую, извиняюсь, неправильно сказал. Вы можете использовать из этих цветов любой, который я сказала. Луна не имеет значения, изначально говорю. Когда я не говорю про Луну, значит, Луна не имеет значения. В этих ритуалах я вам стараюсь дать нейтральные ритуалы, чтобы вы месяц не ждали, пока Луна начнет расти, и для того, чтобы сделать денежный ритуал. Понимаете? Я даю такой ритуал, который поможет человеку. Вот прямо сейчас возьмет, сделает, через несколько дней у него дела поправятся. Вот такой ритуал даю. Если у человека не получается ничего с моими ритуалами, которые я дарю, я об этом тоже уже говорила, что если есть люди, у которых очень сильная закрытость дорог, очень серьезные проклятия или очень серьезная чернота в жизни, у них может не получиться. Но основное количество, скажем, 89% людей, которые это делают, у них получается. Я надеюсь, что вы будете входить в этот процент. Итак, вода. Вода должна стоять возле ее статуи. Если статуи нет, в центре алтаря. Говорить нужно 7 раз после выпить воду. Я скажу 1 раз, потому что у меня память может закончиться, а мне хочется донести до вас. Золотая река Фортуны. На горе золотой трон лучезарной фортуны. На троне сама судьба восседает. Из-под трона ее золотая река протекает. Река золотая, волны алмазные, берега изумрудные, да каменья разные. Имя той реки богатство, удача и вечное царство. О великая богиня, своей милосердной рукой зачерпни воду реки золотой и дай выпить мне. А с водой и удача пусть приходит ко мне. И скажет фортуна: вот тебе водица, благословленной на деньги и славу. Я воду с руки богини возьму, а ее прославлю. Да будет сия золотая вода из реки золотой мне удачу приносящая. Пусть богатство в мой дом стекается, пусть моя семья с нуждою не знается, трудности не встречает, а только к богатству трудности не встретит, а только к богатству и к трону метит. Течет река золотая, и бесконечный, нескончаемый достаток в мои закрома. Вся в золоте купаюсь. С богатством, сильными да знатными знаюсь. С князьями и купцами якшаюсь. Вода на богатство заговоренная, вода во мне, богатство ко мне. Благослови фортуна, и да будет так. Заклинаю. Первая же сумма, которая придет к вам, возьмите малую часть какую-нибудь, какой вам не жалко, купите ей благовоние, купите ей красивый сундучок, сделайте ей подарок. Я немножко сбиваюсь, извиняюсь, я просто устаю в последнее время, ничего страшного. Тем более, что текст всегда печатается под роликом, вы можете спокойно взять. Я очень много дарю. До того, как выходят книги, я очень много дарю, очень много моих ритуалов в открытом доступе на других сайтах, где уже отмечают мое авторство после моих скандалов. На моем сайте, ВКонтакте, в моей группе, под моими роликами, везде это есть. Я 70% своей работы дарю. Так вот,
Что я хотела сказать, уже не помню. Да. Возьмите ей что-нибудь красивое. Не статуи вас слышат, не изображение вас слышат, а когда вы берете ее статую, вы как бы показываете свою, как вам сказать, уважение, свое почитание, свое почтение к ней. Держа у себя ее статую, ее изображение, обращаясь к ней, вы показываете почтение свое к ней, к самой судьбе, к фортуне. Естественно, она в ответ вам отвечает помощью, деньгами, удачными моментами. Попали ли вы в распродажу, вам ни с того ни с сего подарок пришел, повышение по службе и так далее. Чем чаще, чем сильнее у вас энергия свяжется с ней, тем более удачливы вы будете по жизни. А когда человек удачлив, когда он первый раз удачлив, второй раз у него получилось, третий раз у него, все, у него подсознание подключается на получение денег и прибыли, на удачу, на фарт. Такой человек уже не боится завтрашнего дня, он расслабляет свой мозг. А когда ты не боишься чего-то, да, ты это не получаешь. Ты не боишься остаться без денег, ты не боишься голодать, ты не боишься лишений. Ты этого не боишься, потому что ты видишь постоянный наплыв денег. Они к тебе идут и идут. А раз ты этого не боишься, раз ты планируешь себя на удачу, то все, это вот момент самоуничтожения уходит, и ты все время будешь уверенно идти вперед. Я хочу, чтобы вокруг меня было много удачливых, фартовых людей, людей, которые могут себе позволить купить то, что хотят и так далее. И для этого я это вам все дарю. Единственное, что от вас требуется, не лениться и делать. Всем удачи и всех благ.